Приветствую, говорит Макс Вольф. Бог великий, святовид, дождь пролей под грохот грома, гибнем мы здесь, святовид, христиане у ворот, погибает вся Аркона. Из книги Вильгельма Альверта «Геройство и культ на Арконе. Историческое жизнеописание славного прошлого Рюгена». Рюген – таинственный остров на севере Германии. Это место имеет богатую историю и огромное символическое значение. Именно здесь находилась легендарная Аркона – храм с колоннообразным идолом под названием Ирминсуль, символизирующий обожествленного Арминия. Последний почитался как божество военной победы, и его храм являлся центром массового паломничества среди германских племен. В дальнейшем остров был заселен руянами, славянским языческим племенем. Аркона, однако, не утратила своего значения, став религиозным центром всех ободритов, где германского бога победы продолжили почитать под именем Святовид. Долгое время Рюген оставался местом стабильности в изменчивом мире, когда на севере Европы огнем и мечом насаждалось христианство. Даже после того, как могучие соседи руян, немцы и датчане, склонились перед христианским учением, жители острова Рюген сохранили свою независимость, веру и культуру. Более того, остров был богат. Он являлся важным центром торговли, а его воины наводили страх на все берега Балтийского моря. Вот что сообщает хронист Адам Бременский в хронике под названием «Деяния епископов Гамбургской церкви». Другой остров расположен напротив Лютичей. Им владеют ране, храбрейшее славянское племя. Ране, у других называемые руянами, это жестокие племена, обитающие в сердце моря и сверх меры преданные идолопоклонничеству. Они первенствуют среди всех славянских народов, имеют короля и знаменитое святилище. Поэтому, благодаря особому почитанию этого святилища, они пользуются наибольшим уважением и, на многих налагая иго, сами ничего иго не испытывают, будучи недоступны, ибо в места их трудно добраться. Потребовались совместные дано-германские усилия, дабы покорить свободолюбивое племя. В ходе ряда войн Рюген был разграблен, культовая крепость Аркона разрушена, а святилище Святовида уничтожено. Последовала христианизация, в результате которой культура и язык местных славян были утеряны. Однако остров на протяжении веков сохранил свое символическое значение. О религии в Третьем Райхе можно говорить бесконечно долго. Неоспоримым является тот факт, что одной из самых мощных группировок, продвигавшей новый Weltanschauung, был выбран вектор на возрождение традиционных германских верований. Помимо СС, языческие лейтмотивы преобладали в еще одной крупной и важной организации – Гитлер-Югенде. Здесь мы и подходим к уникальному реликту времени – Das Hans-Malon-Ehrenmal – мемориалу Ханса Малона. Это удивительное сооружение, пришедшее словно из другой эпохи, было воздвигнуто в 1937 году на острове Рюген, близ Бергена. По своему стилю оно являлось копией того, что по-немецки называется Langhaus и на русский переводится как «длинный дом», традиционного североевропейского сооружения, берущего свои истоки в бронзовом веке. Балочная крыша покоилась на массивных гранитных блоках. Вход внутрь преграждали украшенные свастикой бронзовые ворота. Перед входом в здание расположены 4 большие чаши, наполненные огнем, а над входом руническим текстом высечены слова из Эдды. «Ewig ist der Toten Tatenraum» – «Деяние мертвых – вечная память». Вблизи мемориала был возведен Тингплац – открытый амфитеатр для выступлений. Непосредственно внутри сакральной постройки находилось сооружение, напоминающее алтарь, где покоились останки павшего героя. Но кем был этот герой? Борьба Адольфа Гитлера за власть длилась много лет и была чем угодно, но только не мирным приобретением голосов.
Гитлер-Югенд, чей пик развития пришелся на время уже после 1933-го, в то время, несмотря на свою немногочисленность, являлся важным элементом НС-партии, имевшим не последнюю роль в борьбе за сердца и умы немцев. Подобно тому, как старшие, будучи членами СА и СС, вынуждены были постоянно отбиваться от атак коммунистов и социал-демократов, так и в молодежной среде подростков насилие зачастую было нормальным явлением, хотя руководству Гитлер-Югенда официально строго-настрого запрещались любые действия, которые могли бы привести к угрозе жизням и здоровью его членов. Так или иначе, 20 июня 1931 года национал-социалисты острова Рюген праздновали Sommersonnenwende – летнее солнцестояние. Вплоть до этого года Гитлер-Югенд праздновал это событие под крылом партии, и все его мероприятия и марши этого времени происходили под опекой старших товарищей. Однако в этом году было принято решение о том, что Гитлер-Югенд впервые организует свои собственные праздничные мероприятия по случаю летнего солнцестояния. Это решение станет роковым. Юноши и девушки маршировали в ночи, освещая тьму своими факелами. Они не знали, что их враги, прослышав о беззащитности молодых людей, приняли решение нанести удар. Гитлер-югентовцы попали в засаду. Внезапно вокруг них появились толпы врагов, освещаемые лишь светом факельного огня. Силы были явно неравны. Сомкнутым строем они двинулись назад. Главный вымпел нес Йоханнес Маллон, член Гитлер-югенда из Бергена. Коммунисты и члены Райхсбаннера, социал-демократы, не рискнули вступить в рукопашный бой, хотя численное преимущество и было на их стороне. Вместо этого они решили закидать колонну Гитлер-югенда градом камней. В полумраке ночи знаменосец был желанной добычей. Йоханнес Маллон был тяжело ранен. 3 сентября 1931 года Ханс Маллон, которому едва исполнилось 17 лет, скончался от полученных ранений. Нападавшим были предъявлены обвинения, однако по закону Демократической Веймарской Республики суд приговорил их лишь к штрафу, оценив жизнь 17-летнего члена Гитлер-югенда в 25 марок. Прошли годы. На том месте, где Ханс Маллон в последний раз лицезрел полыхающее пламя костра летнего солнцестояния, после триумфа национал-социалистического движения был построен впечатляющий памятник, основанный на традиции возведения германского длинного дома. Случилось это в 1937. Строительство началось в 1935 по проекту архитектора Роберта Тишлера и осуществлялось организацией под названием Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – немецким народным союзом по делам военных захоронений. В центре этой постройки и был погребен Ханс Маллон. Его могилу постоянно охранял почетный пост Гитлер-югенда. Само же место стало сборным пунктом всего померанского Гитлер-югенда, проводившего также ежегодный почетный марш в годовщину гибели отважного знаменосца. Имя Ханса Маллона было внесено в список Unsterbliche Gefolgschaft der Hitlerjugend – бессмертные дружины Гитлер-югенда, о которой, возможно, будет выпущен отдельный материал. Улица в Бергене, на которой он жил, была переименована в его честь. Сейчас, разумеется, она носит иное название. Мемориал Ханса Маллона был показан в фильме под названием «Марш к фюреру». Именно он стал отправной точкой путешествия для всей молодежи Померании. Meine Kameraden, diese Stätte birgt einen der 21 toten Kameraden, die in den schweren und schwersten Zeiten des Kampfes einer kleinen Anzahl von Männern und Frauen um die Freiheit unseres Volkes gefallen sind. Wenn ihr, meine Kameraden der Marscheinheit des Gebietes Pommern, heute von hier euren Bekenntnismarsch beginnt, dann seid ihr der lebendige Beweis dafür, dass der Geist Mallons in euch lebt, seid in harter Zucht und Kameradschaft, in einem unüberwindlichen Glauben an die Mission des Nationalsozialismus. Beispiel für die Millionen, die in unseren Reihen stehen. Tragt diese Fahnen sauber und rein mit ganz klaren Herzen und mit harten Fäusten in den kommenden Tagen und Wochen auf eurem großen Marsch zum Führer.
Как и у подавляющего большинства историй подобных объектов, у этой не будет счастливого конца. В конце войны мемориал Ханса Маллона использовался как своего рода ковчег, в котором хранились знамена Гитлер-Югенда с восточных территорий, куда уже хлынул Красный потоп. В 1945-м советские войска подошли вплотную к сакральному для национал-социалистов месту. Дабы предотвратить его осквернение, мемориал был взорван прямо перед подходом красноармейцев, окончательно похоронив под своими обломками место погребения и знамена. Есть и другая версия, согласно которой лидер Гитлер-Югенда предал знамена огню, дабы они не попали в руки врага, а само здание было взорвано советами уже позднее. Как бы то ни было, мемориал постигла та же участь, что и Аркону много веков назад. Мемориал должен был стать преемником этого более древнего святилища и в результате полностью повторил его судьбу.